Привет, друзья! Сегодня я готовлю рыбный пирог. Если вы ждете гостей или хотите побаловать домашних, при этом у вас не совсем много времени, обязательно попробуйте приготовить пирог по моему рецепту. Он готовится очень просто и быстро, получается очень сочным, вкусным и сытным. Я буду готовить пирог из готового слоеного теста. Заранее я выложу тесто из морозилки, положу его в теплое место на 20-30 минут. Пока я готовлю начинку, тесто разморозится и будет готово к работе. Лук необходимо мелко нарезать и обжарить до золотистого цвета на растительном масле. К отварному рису я добавляю жареный лук. На один пирог у меня уходит 2 баночки консервированной сайры. Я разбираю ее на некрупные кусочки и удаляю кости. Ломтики рыбы я добавляю к рису. Стараюсь сильно не мельчить, мне все-таки нравится, когда в начинке крупные кусочки рыбы. Перья зеленого лука я мелко нашинкую и добавлю к начинке. Все перемешиваю. И чтобы добавить начинке немножко сочности, добавлю примерно 2 столовые ложки жидкости из консервов. Много жидкости старайтесь не добавлять, иначе начинка получится слишком влажная, и дно может плохо пропечься. Слоеное тесто разморозилось и готово к работе. Я слегка подпылила стол мукой и раскатываю тесто в пласт размером примерно 45 на 30 сантиметров. Я отрезаю часть теста шириной примерно 10 сантиметров и откладываю в сторонку. Оно мне понадобится для декора. В центр пирога выкладываю начинку и распределяю дорожкой. Вот так. С краев оставляю примерно по 5 сантиметров. Выкладываю пластики сливочного масла. Начинаю с того, что закрываю края. Хорошо прищипываю. На противень, смазанный маслом, выкладываю пирог. Теперь возьму то тесто, которое я отрезала. Немножко подкатаю, так, чтобы оно полностью покрывало мой пирог. Вот таким фигурным валиком я сделаю надрезы. Смазываю пирог смесью молока и яйца. Сверху пирога выкладываю декор из теста. Излишки срезаю и хорошо подлепляю под пирог.
Снова смазываю яйцом и даю постоять в теплом месте примерно 25-30 минут, так чтобы пирог немножко увеличился в объеме. Обычно я для этого использую духовку со включенным светом. Затем отправляю пирог на выпечку в раскаленную духовку до 170 градусов примерно на 25 минут. Вот такой пирог у меня получился. Я надеюсь, вам понравится мой рецепт и вы захотите повторить его на своей кухне. Другие вкусные и простые рецепты смотрите на моем влоге. Спасибо за внимание!